Непревзойденный мастер маскировки, развитые рефлексы и заточенное оружие которого помогают справиться с десятками целей ежедневно. Покой этого охотника не стоит нарушать, даже если позволяют размеры, ведь его бритвенно-острые когти могут стать эффективными в любом сражении. Привет, друзья! Вы на канале Время с пользой, и герой сегодняшнего выпуска – европейский лесной кот. Дикую европейскую кошку можно легко спутать с домашним котом, но для этого ее нужно сначала увидеть, что довольно непросто, ведь это, пожалуй, один из самых незаметных представителей семейства кошачьих. Все потому, что местом обитания животных являются смешанные леса, где невероятно много естественных укрытий. Добавить сюда скромные размеры, неслышную поступь, а также универсальный маскировочный окрас, и вот перед вами настоящий лесной невидимка, который к тому же наиболее активен в ночное время суток, когда слиться с местностью становится еще проще. В целом, лесная кошка выглядит крупнее домашних сородичей. В основном это заслуга более длинного и плотного мехового одеяния, спасающего даже в сильные морозы. Хотя при длине тела до 60 см матерые самцы могут весить до 8 кг. Встречаются эти животные не только в лесах Европы, но и на территории Турции и на Кавказе. Дикие кошки всеми силами избегают контакта с человеком, но в местах, где их не тревожат, они выходят на охоту и днем. Это умелый мастер засад, способный совмещать отдых с патрулированием угодий. Но если добыча не идет к коту, он переходит к активным действиям. Ступая по мягкой лесной подстилке, хищник уделяет особое внимание запахам, получая полную информацию о присутствующих поблизости животных. Ежедневно в поисках пищи одиночка может проходить свыше 10 километров. Прижимаясь к земле, чтобы не выдавать свое присутствие, полосатый охотник медленно патрулирует территорию, пока перед его острым взором не предстанет искомый объект. Не издавая ни шороха, кот подкрадывается к цели и набрасывается настолько внезапно, что жертва не успевает среагировать. Несмотря на любовь к густым лесам, для охоты коты часто выбираются в поля, ведь мягкая земля и обилие семян – лучшие условия для жизни грызунов, и подобные места для матерого хищника – настоящее раздолье. Поймать юркую мышь непросто, поэтому в процессе задействуется бесконечная выдержка и терпение. Охотник застывает на месте, но каждая из его многочисленных мышц находится в боевой готовности, и стоит лишь неосмотрительному грызуну покинуть безопасную зону, как объятия когтистых лап моментально лишают мышь мобильности. В этот же миг в дело вступают острые, как иглы, зубы, и у пока еще живой жертвы уже не остается шансов вырваться. Разумеется, далеко не каждая атака оканчивается успехом, и в большинстве случаев грызуну удается скрыться в норе. Но предприимчивому коту ничего не стоит найти другую цель, которая рано или поздно окажется чуть менее бдительной. После плотной трапезы обязательной процедурой становится тщательная чистка, помогающая избавиться от посторонних запахов, чтобы не дать лишний повод себя обнаружить. Под прицел скрытного хищника попадают не только мыши, и, живя в лесу, кот использует деревья в своих интересах. На ветвях встречается немало живности, однако такие прыткие создания, как белки, хоть и являются очень заманчивой добычей, слишком ловки и быстры даже для проворного хищника, и застать их врасплох получается нечасто. Зато для птенцов внимательный охотник может стать настоящим кошмаром, а также для тех, кто чувствует себя вдалеке от земли в полной безопасности. Перемещаясь по ветвям так же тихо и незаметно, как по земле, кот до последнего не выдает свое присутствие, поэтому финальный бросок становится для голубя полной неожиданностью, а для хищника – предвестником сытного обеда. Многие грызуны также освоили навыки древолазов, но в поисках пропитания самое главное – самому не стать добычей.
Ежедневно коту нужно съедать около 500 грамм животной пищи, что соответствует весу примерно 20 мышей. Поэтому хищник использует все охотничье мастерство, чтобы не остаться голодным. В отдельных регионах дикие кошки освоили охоту на кроликов. Конечно, поймать такую цель непросто, но в случае успеха она с лихвой закрывает суточную потребность в еде. Каждый кот имеет собственное охотничье владение, границы которых регулярно помечаются, и нарушение невидимой черты может иметь серьезные последствия, особенно если речь идет о самцах. В лесу у кота немало врагов, ведь многие хищники заметно превосходят его в размерах, но умение лазить по деревьям и становиться невидимым помогают ему избежать лишнего внимания. Однако с конкурентами дела обстоят сложнее, ведь порой встречи с ними не избежать. Рыжая лиса часто обитает по соседству и охотится на ту же добычу, что и кот, поэтому отношения между этими животными далеко не дружественные. И хотя лисица заметно крупнее, полосатый хищник не даст себя в обиду. Поднимая шерсть дыбом, он пытается казаться крупнее. К тому же в экстренной ситуации кот всегда готов пустить в дело острые когти и зубы. Поэтому лиса предпочитает не связываться со столь опасным противником, ведь куда проще поискать другое место для промысла. В противном случае нарушение дистанции может обернуться неприятным сюрпризом. Как и полагается одиночкам, дикие кошки пересекаются с себе подобными лишь в брачный период. И это время, когда самые сильные самцы соревнуются за право на продолжение рода. И порой драки могут быть довольно жестокими. После короткой встречи пути охотников вновь расходятся. Скрытое от посторонних глаз место становится домом для пока еще беспомощных котят, которые целиком зависят от заботливой матери. Густой лес является лучшей школой жизни, ведь здесь есть все условия, чтобы освоить основные навыки. Уже осенью котята становятся самостоятельными, и впереди у них суровое испытание в виде снежной и холодной зимы. Теплый длинный мех и накопленные жировые запасы помогают с достоинством пережить тяжелые времена, но обилие снега заметно усложняет охоту, поэтому далеко не всем суждено дожить до весны. Помимо прочего, исчезновение среды обитания, скрещивание с домашними кошками и браконьерство заметно подкосили популяцию диких кошек, и сегодня в большинстве регионов их численность далека от прежних значений. Поэтому без должных мер и бережного отношения к природе эти полосатые призраки леса уже скоро могут исчезнуть из привычных мест обитания. Если выпуск вам понравился, поддержите его лайком, комментируйте, подписывайтесь и проводите время с пользой. До скорого!